Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу, как сплести вот такой вот поднос для хлебницы, для клоша. Итак, я расскажу, как сплести цветок сакуры. Начнем с него, как я выполнила переходы между рядами на меланж, также как я поднимала стеночки, и выполним загибку розга из 5 прутов. Покажу, как завершать ее, чтобы сохранилась вся геометрия. В принципе, если это видео вам интересно, оставайтесь на канале и смотрите полное видео. Свой поднос я решила начать плести с цветка сакуры. Для этого нам понадобится 3 увлажненные трубочки. Берем 2, накладываем их так перпендикулярно друг к другу. Нижнюю трубочку делаем оборот вокруг верхней. И теперь верхней трубочкой мы по часовой стрелке делаем оборот и вставляем трубочку вот в эту петельку. Все хорошо затягиваем, подтягиваем, чтобы четко получился рисунок такого квадрата, чтобы дальше можно было трубочкой по схеме протаскивать третью трубочку. Так, трубочки должны быть увлажненные. Если они у вас плохо скользят, можно их предварительно присыпать тальком, тогда скольжение трубочек будет намного лучше. Так, берем третью рабочую трубочку, вставляем в нижнюю свою отсек, вот сюда вот протаскиваем, делаем оборот между вот этой вот петлей и трубочкой, делаем оборот и вставляем вот между этими двумя петельками, то есть вот сюда протаскиваем третью трубочку. То есть из каждой петельки должна выходить трубочка, петелька, трубочка, петелька, трубочка. Все хорошо затягиваем. Это и будет служить нашим началом. Получается вот такой вот цветочек из 3 трубочек. Вот такой цветочек сакуры у нас в конечном итоге получается. Еще раз все хорошо подтяните, чтобы цветочек был плотный. Здесь уже зависит, конечно, на ваш вкус, как вы хотите, чтобы прям плотно друг к другу лепесточки примыкали или немножко послабее, то есть как-то растянуть. Но здесь уже смотрите сами, регулируйте тоже. Берем 2 трубочки рабочие увлажненные, подрезаем хвостик и второй хвостик под острым углом подрезаем. Берем полимерный клей, капаем его в одну рабочую трубочку. Вторую рабочую трубочку мы сначала протягиваем, делаем ее плоской, потом делаем бороздку посередине и вставляем в первую трубочку. Складываем трубочку пополам, чуть выше места наращивания, чтобы это не выскочило, и начинаем оплетать по кругу веревочкой из 2 наш цветок сакуры. Старайтесь первый ряд прям плотно-плотно плести прям как можно ближе к самому цветку, чтобы не было никаких проплешин, чтобы было красивое начало и не было просветов. Здесь уже мы пошли на второй круг. Также следите за тем, чтобы у вас витки были ровные и плотные. Тогда само начало будет очень красивым. Вот такой вот цветок оплетается по кругу веревочкой из 2. В принципе, все дно подноса будет оплетаться веревочкой из 2, то есть по такому же самому принципу просто буду производить наращивание самих стоек, расширяя кармашки, но это я потом покажу принцип, как это все будет выглядеть. Но это будет вот основной шаг, то есть веревочка из 2 по всему дну. Обязательно помечайте первую стойку, с которой началось плетение, чтобы можно было контролировать рисунок свой и схему. Но я плету по кругу, то есть ряды я не стыкую. Сейчас расстояние между стойками уже больше 2 сантиметров, и дальше плетение выглядело бы очень рыхлым, если продолжать плести. Поэтому я добавляю стойки, то есть делаю такое расширение ножничками и добавляю с каждой стороны, с каждой левой стороны к стойке еще одну трубочку. Таким образом у нас сокращается расстояние между стоечками, и продолжаю плести. Буду проплетать до следующего момента, пока опять не будет слишком большое расстояние между стойками.
Старайтесь, чтобы каждый перекрест веревочки приходился на одно и то же место. То есть с каждым рядом у вас перекрест ложился друг на друга в одном и том же месте, чтобы не было потери геометрии рисунка. Я проплела уже несколько рядов, и мне опять пришлось добавлять стойки. Также добавляла, расширяла с левой стороны и добавляла по одной увлажненной трубочке. Таким образом, у нас сейчас 3 стоечки в каждом кармашке находятся. Дальше я плету точно так же. То есть проплетаю стоечки. Как только расстояние увеличивается между ними, добавляю еще по одной стоечке в каждый кармашек. Расстояние между стоечками уже большое, поэтому нужно либо наращивать, либо вот так я подумала, что так будет лучше раздвигать. То есть каждый кармашек я раздвигаю, каждые 4 трубочки по 2 и оплетаю веревочкой из 2. Таким образом у нас не будет резкого перехода между рядами и не будет слишком мелкий шаг. То есть после такого достаточно широкого шага в плетении у нас не будет мелких стежков. Поэтому очень легко раздвигаются в данном случае трубочки по 2 и оплетаются точно так же легко. Дальше я буду точно так же оплетать их по 2, и как будет только нужно добавлять, я буду добавлять по такому же принципу, то есть вот эти стоечки по одной с левой стороны в каждый кармашек. Итак, в каждый кармашек я добавляю еще по одной трубочке, чтобы сократить расстояние между стоечками. Сейчас я уже добавляю трубочки другого цвета, потому что дальше я буду плести другим, уже более темным оттенком трубочек, чтобы был незаметный плавный переход амбре от светлого к более темному оттенку. Чередуя сначала одну трубочку, я наращу более темный. Наращивание делайте за стоечкой. Потом поменяю местами. И в конечном итоге приведу 2 рабочие трубочки уже более темного оттенка. Я проплела несколько рядов, добавила еще по одной трубочке в каждый кармашек. И теперь нужно заменить, точнее донарастить короткие трубочки на более длинные. То есть самые первые трубочки, с которых начинался цветок сакуры, они уже короткие. И я их донаращиваю. И добавляю каждой стоечке, каждого кармашка еще по одной трубочке. Таким образом у меня в каждом кармашке 4 стоечки, 4 трубочки. И наращиваю необходимые. Сейчас я каждый кармашек буду раздвигать 4 трубочки по 2 и точно так же оплетать их веревочкой из 2, как я это делала ранее. Старайтесь после того, как вы проплели ряд, обязательно все разровнять, где-то подтянуть, вот каждый ряд прям плотно уложить друг к другу. И следите за тем, чтобы все лучики выходили ровно, каждый в свою сторону, то есть не было перекоса, и они смотрели прямо. То есть вот как только вы их раздвинули, и потихоньку прям выравнивайте их. Сейчас я буду добавлять в плетение самую темную свою по цвету трубочку. Плетем мы также веревочкой из 2. Одна рабочая трубочка у меня будет более светлая, вторая уже будет максимально темная. То есть ряд я проплетаю
именно в таком порядке. То есть, если мы нарастили левую трубочку более темной, то до конца ряда мы будем наращивать именно левую трубочку более темным цветом. В следующий ряд я меняю трубочки местами, чтобы был красивый рисунок и узор, чтобы не накладывался один цвет на другой. Здесь я уже иду на следующий ряд, то есть тут я уже поменяла трубочки местами, чтобы рисунок красиво ложился друг на друга. Проплетя второй ряд, я уже перехожу на 2 темные рабочие трубочки. Сейчас я буду раздвигать каждые кармашки, то есть 2 трубочки по одной, и оплетать веревочкой из 2 каждую стоечку в отдельности. Итак, проверяю диаметр своего клоша. Смотрю, чтобы со всех сторон оставалось немного, буквально рядок 2 свободного места, чтобы когда мы открывали крышку, это не мешало и не задевало ни с какой стороны сам клош. Теперь обрезаю трубочки и аккуратно прячу их к стоечкам в плетение. Сейчас я буду поднимать наши стоечки в вертикальное положение, то есть уже переходить на стенки. Чтобы поднять стоечки, мы берем одну трубочку, заводим за соседнюю, то есть под соседнюю и наверх. Опять берем стоечку под соседнюю и наверх. И так по всему кругу поднимаем стоечки. После этого я оплетаю веревочкой из 2, чтобы закрепить сами стоечки и рисунок, выровнять расстояние между стойками, чтобы они уже смотрели четко, вертикально, прямо наверх. Сейчас мы подходим к последней стоечке, берем ее и заводим вот в пустое отверстие самые первые петельки, да, которая у нас получилась. Вот так вот все подтягивая, разравнивая, начинаем оплетать все веревочкой из 2. Мы подходим уже к последним стойкам, то есть нам здесь уже нужно будет состыковать ряд, закрыть веревочку по рисунку. Для этого мы проплетаем до трубочки, с которой у нас выходил первый виток. Это вот коричневая. Обязательно помечайте ее, что она первая. Берем крайнюю правую трубочку и проплетаем через 1, то есть рисунок ситцем.
Затем берем левую трубочку и также через один проплетаем обычным ситцем. Вот таким образом у нас состыковался рисунок веревочки из двух. Теперь дальше я буду плести, поднимать стенки обычным ситцем двумя трубочками вдогонку. Вот у меня остались две рабочие трубочки. Я беру крайнюю правую и проплетаю сначала одной рабочей трубочкой рисунок ситца. Затем беру вторую рабочую трубочку и как бы вдогонку плету ею. Наращивание все произвожу застойкой. Таким образом я подниму полностью стенки до нужной высоты всего подноса. Итак, доплетаем до последней стоечки, то есть мне этой высоты уже будет достаточно. Я обрезаю свои рабочие трубочки и прячу их застойкой в плетение. Дальше мы будем выполнять загибку. То есть сейчас я вот так расширяю кармашек и просто по рисунку прячу аккуратно трубочки. Теперь для того, чтобы выполнить загибку, я срезаю все стоечки и буду на всю высоту стенки добавлять увлажненные рабочие трубочки, благодаря которым буду выполнять загибку. Здесь будьте очень аккуратны, не заденьте трубочки, когда вы будете срезать стоечки, не заденьте свои стеночки и срезайте максимально близко к последнему ряду. Теперь я беру одну увлажненную трубочку, разрезаю ее пополам под острым углом и вот так отверстие расширяю. Шилом у меня отверткой, вот такой вот отверточкой расширяю и вставляю прямо на всю высоту стоечки, разрезанную пополам, увлажненную трубочку. Также важно вставлять рабочие увлажненные трубочки все с одной стороны. Я вставляю с правой стороны от каждой стоечки. Это важно, обратите на это внимание. Начинаю выполнять загибку розгу за 5. Итак, берем первую стоечку, подставляем трубочку, заводим за соседнюю и оставляем вперед, выводим ее. Также берем следующую за соседнюю стоечку и подставляем сверху трубочку вспомогательную. Итак, первые 5 стоечек мы должны сделать по такому принципу. Но здесь я немного ошиблась. Нужно было мне еще шестую, вот это вот пятая, у меня последняя пошла. И вот сюда на сверху пятой мне надо было добавить еще шестую стойку. Обычно я такими трубочками не пользуюсь, поэтому я просто по рисунку загибку делаю. Но вы имейте в виду, что сюда нужно будет подставить шестую вспомогательную палочку. Итак, берем крайнюю
Берем крайнюю левую трубочку, ведем над другими 4, пропускаем одну стойку и заводим за вторую. Подрезаю аккуратно и накрываю вот как раз таки соседней стоечкой, которую мы пропустили. И таким образом у нас будет 5 рабочих трубочек внизу, которыми мы будем выполнять загибку. Опять берем крайнюю левую, оставляю одну стоечку, то есть через одну я подрезаю где-то на полсантиметра, чтобы от стоечки торчал хвостик, и накрываю соседней стоечкой. И вот так ведем розгу по всему диаметру нашего подноса. Такая схема, она подходит для любого количества стоечек в розге, да, или в розге, как правильно сказать. То есть, если вы будете плести розгу из 3 прутов, принцип будет тот же самый. Из 3, из 4, из 5, из 6, неважно. Там главное правильно состыковать уже в конце, да, по рисунку, чтобы совпало. Но схема будет одна и та же. То есть ведем над n количеством трубочек, которые находятся внизу, одну стоечку пропускаем, то есть за вторую, и подрезаем, и соседней накрываем. Вот я вам покажу, как это выглядит сверху. Трубочки укладывайте параллельно друг другу. То есть вот вы завели за стоечку трубочку и как бы рядышком, обнимая ее, соседнюю стоечкой накрываете. То есть оно не вверх идет, а именно вот параллельно друг другу 2 трубочки ложатся, чтобы четко сохранялся рисунок. Также длинные слишком хвостики не оставляйте. То есть пусть вот достаточно для того, чтобы зацепился хвостик за стоечку. И вот этой длины будет достаточно. И следите за тем, чтобы вот выполнялась эта параллель. Итак, мы подходим к последним стоечкам. Сейчас мы будем закрывать эту розгу. Итак, вот проплетаю я до последней стоечки. Вот у нас осталась она одна. И берем крайнюю левую. Вот как раз таки тут вспомогательные трубочки играют очень вот полезную роль, если вы новичок в розге. На место нашей запасной, да, вот этой вот трубочки мы укладываем нашу нижнюю рабочую трубочку. Итак, вот таким вот образом они очень хорошо помогают при закрытии розги. Так, вот у нас все по рисунку. Видите трубочку строго по рисунку четко и вставляйте на место, вот, которое вы забронировали этой палочкой. Здесь, если посмотреть сверху на рисунок, прям четко видно, куда должна идти и ложиться трубочка. Прям если вы не уверены, посмотрите, поверните изделие, и вы увидите то место, куда вам надо ее трубочку эту вашу ввести. Итак, вот видите, мне одной трубочки не хватило, поэтому я сейчас буду, ну, в принципе, как и обычно, я всегда по рисунку смотрю. То есть я уже на трубочки эти не ориентируюсь, но вот здесь видно, что вот сюда нам не хватает этой трубочки. И вот на это место мы ее вставляем и обрезаем. Вот именно сюда. Итак, вот так выглядит уже завершенная загибка валика, да, точнее розги из 5. С этой стороны здесь такой плотный объемный валик. А если посмотреть сверху, то есть вот такая вот геометрия в рисунке. В принципе, это все, что я вам хотела сегодня показать и рассказать. Если это видео вам было полезным, подписывайтесь, ставьте лайки.
Если что-то непонятно, пишите в комментариях, обязательно постараюсь вам ответить. Всем пока-пока!